Рад вас приветствовать на своем канале. 25 сентября этого года известному американскому актеру, продюсеру, обладателю премии «Оскар» Уиллу Смиту исполняется 55 лет. В моей коллекции есть некоторое количество фильмов, больше 10, с участием данного актера. И сегодня я хочу вам их показать. И начинаем с франшизы «Люди в черном», в котором главные роли сыграли Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Все три части, в которых снимался Уилл Смит, представлены у меня в формате 4К. Это у нас первая часть «Люди в черном» в формате 4К. Далее «Люди в черном 2», в котором также снялись Томми Ли Джонс и Уилл Смит. И, наконец, третья часть «Люди в черном 3», в котором к Уиллу Смиту и Томми Ли Джонсу добавился Джош Бролин. Эти три части франшизы были сняты американским режиссером Барри Зонненфельдом. Первая часть вышла в 1996 году, вторая часть вышла в 2002 году, и третья часть, последняя с участием Уилла Смита, вышла в 2012 году. Такая вот франшиза. И помимо этих трех частей «Люди в черном», у меня также есть такая вот большая книга, посвященная данной франшизе. Она почти что самая большая в коллекции, больше ее только «Атлас» от Reader's Digest. В данной книге рассказывается о съемках данного фильма. Здесь мы видим Уилла Смита на съемках первой части с инопланетянином. Рассказывается о самих съемках, об персонажах, об оружии, которое придумали для данного фильма, и о других аспектах данного кино. Это у нас вторая часть «Люди в черном 2». Здесь также рассказывается об аспектах данного фильма. О том, что изменилось по сравнению с первой частью. И, наконец, третий фильм «Люди в черном 3», где у нас помимо Уилла Смита и Томми Ли Джонса снимался Джош Бролин. Здесь что нового появилось в третьей части? Какое оружие использовалось в фильме? И также в данной книге, помимо этих трех частей, про которые я показывал, здесь также присутствует четвертая часть, в которой уже Уилл Смит не снимался. И в конце данной книги у нас есть постеры. Это постер первой части «Люди в черном», «Люди в черном 2», «Люди в черном 3» и «Люди в черном International». Такая вот большая книга. «Люди в черном». Далее. Следующий фильм с Уиллом Смитом — это фильм «День независимости». Самая ранняя работа, которая есть у меня в коллекции.
Это фильм 1996 года. А также в данном издании фильм «Я робот». Это фильм 2002 года. Такое вот издание. День независимости. Я робот. Две хороших фантастических картины с Уиллом Смитом. И также есть отдельное более раннее издание с одним фильмом, которое было сделано на другом заводе. Поэтому у меня в коллекции два издания фильма «Я робот». Далее, следующее. Это у нас фильм 2007 года «Я легенда» по одноименной книге Ричарда Мэттисона с Уиллом Смитом, где он единственный человек борется за выживание. В данном издании у нас есть альтернативная версия окончания фильма, которая отличается от той, которая была показана в кинотеатрах. Фильм «Я легенда». Далее фильм 2008 года «Хэнкок». В данном фильме Уилл Смит и Шарлиз Терон являются супергероями. Особенность Хэнкока, что он любит выпивать и не очень хорошо себя ведет. Такое вот издание от Sony Pictures. Далее, следующая картина. Это фильм 2012-2013 года «Телеведущий снова здравствуйте». Это единственная картина из подборки, где Уилл Смит играет эпизодическую роль. Он появляется в конце фильма в сегменте, в котором также снялись Джим Керри, Кенни Уэст, Марион Котийяр, Кирстен Данст, Саша Барон Коэн, Лиам Нисон, Харрисон Форд и некоторые другие известные актеры. Данный сегмент вы можете найти, данную сцену вы можете найти на ютубе. Далее, следующая картина с Уиллом Смитом. Это фильм 2015 года «Защитник». Спортивная драма, за которую Уилл Смит был номинирован в «Золотой глобус» на лучшую мужскую роль. Также издание от Sony. Далее, следующая картина. Это фильм 2016 года «Суперзлодейский отряд самоубийц». Такое вот издание с двумя версиями фильма и перепутанными накатками на заводе. Фильм 2016 года с Уиллом Смитом. В нем также снялись Джаред Лето, Марго Робби и некоторые другие известные актеры. Далее, следующая картина, которая также 2016 года, это фильм «Призрачная красота», в котором помимо Уилла Смита также снялись Эдвард Нортон, Кира Найтли, Майкл Пенья, Наоми Харрис, Джейкоб Латимор, Кейт Уинслет и Хелен Миррен. Такой вот хороший состав актерский. Фильм также 2016 года. И, наконец, последний Blu-ray.
Это фильм с Уиллом Смитом от Гая Ричи, фильм «Аладдин». Самая свежая работа с Уиллом Смитом, которая есть у меня в коллекции. Здесь мы видим внутренний арт, как Аладдин забирает лампу. Такое вот кино. Фильм 2019 года. И, наконец, последнее кино. Это фильм «Дикий-дикий Уэст». Это у нас картина 1999 года от режиссера фильма «Люди в черном» Барри Зонненфельда. Такое вот издание от Most Video. Самое раннее DVD, которое есть у меня в коллекции по времени производства диска. В данном фильме Уилл Смит снялся с Кевином Кляйном. Такое вот издание. И особенность данного издания, что мы можем перевернуть. И обложка будет на английском языке. И задняя часть также. Такой вот фильм с Уиллом Смитом. Это все кинофильмы, которые есть у меня в коллекции. Некоторых известных фильмов в коллекции пока нет. Это у нас «9 жизней», все 3 части «Плохих парней», а также некоторые другое кино. Но большинство известных фильмов в коллекции есть. А на этом мое видео все. Надеюсь, вам понравилось оно. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока.